Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио. Очень много комментариев было по поводу мантии из Гарри Поттера. Но зачем мелочиться? И сегодня мы будем шить целую форму из Хогвартса. И тут возникает важный вопрос, какую же именно форму шить, так как из фильма в фильм ее детали отличаются. Сегодня я буду основываться на третьем фильме и постараюсь уточнять детали, чтобы по этому видео вы смогли сделать любую форму на свой вкус. Итак, начну с белой рубашки, которая всегда остается неизменной. Для нее я возьму хлопок. Сначала сшиваю между собой кокетку и спинку. Затем сшиваю спинку и полочки по плечевым скосам. После этого вшиваю рукава в проймы. Края рукавов дважды подгибаю и прошиваю. Теперь беру воротник и сшиваю его половинки по 3 краям. Выворачиваю на лицевую сторону. И пришиваю его к горловине. Прошиваю рубашку по боковым линиям вместе с рукавами. Выворачиваю на лицевую сторону. Подгибаю и прошиваю низ рубашки. На центральный край полочек пришиваю застежку. У меня это липучка. Вместо пуговок приклею полусферы для маникюра. Теперь буду шить свитер. На выбор ученикам Хогвартса дают сплошной свитер, жилетку или кардиган на пуговицах. Я буду шить кардиган, чтобы показать вам самый сложный вариант. Для него я возьму трикотаж темно-серого цвета. В кукольном формате он как раз похож на вязку. Так же, как и у рубашки, сшиваю полочки и спинку по плечам. А затем вшиваю рукава. Но, в отличие от рубашки, буду делать отстрочку по бокам от всех швов.
Пришиваю манжеты на рукава. А затем загибаю манжеты к изнанке и прошиваю все припуски. Так же, как и рубашку, сшиваю кардиган по бокам вместе с рукавами. Выворачиваю. Пришиваю полоску на низ кардигана, так же, как и манжеты. А затем пришиваю длинную полосу к горловине и по краю полочек. На эту планку пришиваю 5 пуговичек с одной стороны. Их можно заменить и бусинами. С другой стороны, в соответствии с ними, размечаю положение петель. Очень мелкими стежками, швом назад иголка, прошиваю форму петельки. А затем очень аккуратно прорезаю ткань внутри нее. И обрабатываю срез швом через край. И осталось нарисовать отличительные полоски факультетов, в данном случае на манжетах и нижнем краю свитера. Вставляю рулончики из бумаги в рукава и рисую очень тонкие полоски цветов факультетов. Для закрепления акриловой краски после высыхания свитер нужно прогладить утюгом. Тонкую линию также можно провести иглой или шилом. Юбку буду шить из темно-серого полиэстера. Размечаю складки следующим образом. Беру 2 детали кокетки и сшиваю их между собой. Делаю насечки на припусках. И выворачиваю. Здесь как раз лучше сделать отстрочку шва, чтобы край хорошо держался. Нижний край юбки загибаю наизнанку и прошиваю. Верхний край драпирую складками по следующей схеме. Чтобы складки были четкими, их нужно прогладить. Теперь пришиваю верхний край к большей окружности кокетки. Сперва только к одной детали. А затем подгибаю припуски к изнанке. Прошиваю вместе со второй деталью.
и обрабатываю оставшиеся края. Сзади пришиваю застежку. В этот раз я возьму вот такие крошечные кнопки. Их я покупала на AliExpress, но, к сожалению, моя ссылка уже не действительна. Теперь наконец-то дошла очередь до мантии. Для нее беру вискозу черного цвета. Эта ткань довольно тонкая, не тянется и хорошо драпируется. Из цвета нужного факультета выкраиваю детали подкладки. У меня это обычный подкладочный полиэстер. От детали спинки выкраиваю только верхнюю часть, так как в просветах видно, что подол остается черным. И здесь наглядно видно, почему я не добавляю припуски на сами выкройки, ведь их ширина зависит от удобства и от типа ткани. Однако в двух первых фильмах нет цветов факультетов, там мантия сплошная черная, поэтому при желании подкладку можно не выкраивать. Для начала пришиваю клинья по бокам детали спинки. А также к деталям полочек. А затем сшиваю передние и заднюю детали по плечам. После этого пришиваю рукава. И сшиваю мантию по бокам вместе с рукавами. Сшиваю детали подкладки таким же образом, что и внешнюю часть. После этого прикладываю обе части мантии лицевыми сторонами друг к другу. Сшиваю их между собой по краям центрального среза и по линии подола. Затем раскрываю рукава основной части и подкладки. Прикладываю их лицевой к лицевой и сшиваю по краю, чтобы получилась труба. Выворачиваю мантию на лицевую сторону через горловину. Когда вытягиваю рукав, пришитая подкладка тянется за ним и остается внутри. Теперь беру детали капюшона и, сложив их лицевой к лицевой, прошиваю по одному из больших краев. Складываю заготовку поперек и сшиваю по отдельности края подкладки и основной части. Выворачиваю и сгибаю капюшон по шву. Теперь загибаю к изнанке припуски горловины и вкладываю внутрь оставшийся край капюшона.
Затем прошиваю все насквозь, но так как край капюшона длиннее самой горловины, сделаю на нем 4 небольшие складки. Также возьму 2 черные бусины и пришью их прямо под капюшоном. С одной стороны делаю дополнительную петельку. Теперь галстук. Выбираю нужные цвета и выкраиваю деталь из одного из них. Я взяла как раз подкладочную ткань. Акриловой краской рисую косые полосы разной ширины. После высыхания обрезаю лишнее и, загнув края наизнанку, буду приклеивать их на свой любимый универсальный клей. В качестве завязки галстука складываю нитку в несколько раз и вклеиваю ее в узел галстука. Дорисовываю противолежащие полоски на узле. В моей версии формы будут черные колготки, но для куклы вместо них я предпочитаю шить высокие чулки. Беру кусочек плотного капрона, отрезаю полоску капрона и буду шить чулки прямо на кукле. Верхний край 2 раза подгибаю к изнанке. Для удобства скалываю края булавками, немного натянув ткань. И прошиваю по контуру ноги. Шью до самого конца. Аккуратно срезаю лишнюю ткань. Выворачиваю и готово. Ну и остался отличительный шарф. Для него я возьму спицы диаметром 1 мм и вот такую тонкую пряжу. Делаю петлю и набрасываю ее на большой палец. Основную нить завожу за указательный палец. Концы зажимаю. Набираю 13 петель, ну или подойдет любое другое нечетное число. Первую и последнюю петлю всегда буду провязывать лицевыми. 2 первых ряда провязываю изнаночными петлями, за исключением первой и последней петель. Основное полотно каноничнее будет провязать лицевой гладью, но оно сильно скручивается, поэтому я хочу спрятать в нем по одной изнаночной с каждой стороны. Начиная с 4-го ряда буду провязывать петли по рисунку. Провязываю так 14 рядов. Теперь буду добавлять второй цвет.
просто начинаю вязать новой рабочей нитью. Чтобы не обрезать предыдущий цвет, в каждом ряду перекидываю нерабочую нить вперед. Вяжу так 2 ряда. Если вы будете вязать шарф из первых 2 фильмов, то делайте одинаковые квадраты. Возвращаю первый цвет и провязываю еще 2 ряда. Опять меняю нить и еще 2 ряда. Это и будет раппорт узора. Повторяю его до нужной длины. Закрывать петли я буду крючком, но это можно сделать и спицами. Провязываю 2 петли вместе лицевой. И возвращаю получившуюся петлю на спицу. Затем снова 2 вместе лицевой. И так вяжу до самого конца и обрезаю нить. У меня получилось 30 сантиметров. И, как и ожидалось, в середине шарф скручивается, но совсем не туго. Это можно исправить с помощью проглаживания утюгом, а также сбрызнув вязанием лаком для волос. Чтобы полотно не скручивалось, шарф можно связать и резинкой 1 на 1, то есть чередуя лицевую и изнаночную петлю. Нарезаю много нитей длиной 6 сантиметров. Теперь с помощью крючка продеваю по 2 нити в петли нижнего ряда. Делаю узелок. И в конце выравниваю длину бахромы. И вот такая форма Хогвартса у меня получилась. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HioDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!